Я очень люблю читать старые кулинарные книги. В моих руках книга о татарской кухне под руководством великого татарского кулинара Юнуса Ахметзянова. Сейчас я работаю над новой книгой о татарской кухне. И, разумеется, те рецепты, которые бережно были собраны Юнусом Ахметзяновым, должны войти в мою книгу, но в более развернутом виде, потому что вот эти старые кулинарные книги имеют, скажем так, скромное количество иллюстраций, и они порой излишне лаконичны, то есть в них трудно найти детали. Так вот, когда читаешь эти старые книги, пытаешься разгадать смысл написанного, ведь они писались профессионалами и фактически для других профессионалов, учишься очень многому. Разгадываешь загадки, тренируешь кулинарное мышление. Для рецепта катламы с маком, катлама это на всех тюркских языках означает нечто слоеное, то есть слойка с маком. Сначала нужно замесить тесто, как на лапшу, как на обычную татарскую лапшу. Я беру 7 куриных яиц, я беру 200 мл воды, я беру щепотку соли, и размешиваю сначала жидкую часть теста. Разумеется, можно замесить тесто и вручную, но если есть тестомес, то я вас уверяю, вкус теста будет зависеть от продуктов, от исходных продуктов, которые вы используете. Тестомесом вы его замешивали или руками, но это все повлияет только на вашу усталость. Поэтому я предпочитаю использовать тестомес, когда это возможно. Но мак, ведь слойки-то с маком, мак требует особой предварительной подготовки. Вот купили обычный мак, кондитерский мак в магазине, и если готовить прямо с ним, а, кстати говоря, в этой книге не написано, как его подготавливать, подразумевается, что каждый уже знает, как готовить мак. Его сначала надо промыть, причем особым образом. Залить его водой, подождать, пока весь мак отсяет. После этого пересыпать мак в сито, дать стечь той воде, залить водой и повторить этот процесс несколько раз. Постепенно к яйцам и воде добавляем муку, и тесто должно получиться достаточно тугим. Кстати говоря, в рецепте сказано, что необходимо взять не полкилограмма муки и замесить тесто, а полкилограмма готового теста. Будем следовать рецепту. Ну вот и все, тесто замесилось, очень хорошее, очень тугое, размешано как следует. Но прежде чем начинать раскатывать это тесто и готовить с ним дальше, его, конечно, следует оставить на, может быть, полчаса, может быть, на час, для того, чтобы оно вызрело, для того, чтобы в нем как следует развилась клейковина. Видите, какое тугое тесто? Попробуй вымесить такое руками. Кстати, если сколько-то теста останется, это прекрасно. Я раскатаю и нарежу обычную лапшу. Подсушу ее, и у меня дома будет отличная заготовка. Ну а теперь давайте перейдем к маку. Вот посмотрите. Видите, во время промывания он разбух, его объем увеличился. Но это еще не готовый мак. Если положить в слойку, не знаю, в любое другое кондитерское изделие мак вот в таком виде, он весь останется между зубами. Поэтому этот мак, предварительно отваривают в молоке. Понимаете же, что будет вкуснее, да? Никто со мной спорить не станет. Есть два способа. Один из них очень хороший. Значит, нужно положить мак в кастрюлю. Ну, вот эти 300 грамм мака надо залить примерно 1 литром молока и стоять над кастрюлей с лопаткой и размешивать его в течение часа, потому что иначе молоко и мак просто-напросто пригорят. Есть способ попроще, но и результат, к сожалению, он тоже дает попроще. Мак с молоком точно так же в постоянном перемешивании варят 10 минут, далее кастрюлю снимают с огня и оставляют вот на этот же самый час. Если после этого часа мак не разбух как следует, то эту же процедуру повторяют. Я буду использовать третий способ. У меня есть особая мультиварка, которая не просто варит, или парит, или жарит, или тушит, но еще и перемешивает. Тесто получилось 1 килограмм 470 грамм.
Нам столько не нужно. По книжке, по рецепту необходимо 500 грамм теста. Ничего, с этим разберемся чуть попозже. А пока я хотел бы вам показать, каким стало молоко и каким стал мак после того, как они 1 час готовились вместе. Загляните, пожалуйста, вовнутрь. Теперь необходимо молоко сцедить, мак оставить. И снова пригодится сито. Потому что все-таки мак, он очень уж мелкий, да, не, через дуршлаг проскочит. Мак покраснел, распарился, увеличился в объеме. И я думаю, что прямо вот в этой кастрюле, где он варился, здесь мы его и смешаем с сахаром. И начинка будет практически готова. Сахара берется от 100 до 150 градусов. Такая вот вилочка в количестве сахара говорит о том, что кто любит послаще, кто готов поесть менее сладкое. Я беру все 150. Перемешаем. И здесь еще немного молока осталось как раз для того, чтобы все превратилось в единообразную начинку, в однородную начинку. Теперь мак жуется, и могу сказать, что это очень вкусно. Однако маковую начинку полагается остудить. Далее в книге написано, что тесто полагается раскатать, смазать распущенным топленым маслом, то есть вот согретым, посыпать маком с сахарным песком, сложить тесто пополам, снова смазать маслом, посыпать маком с сахарным песком и еще раз сложить пополам. Непонятно, какую форму должна иметь котлама? На этот счет у меня есть свои идеи, и если я что-то сделаю не по-татарски, а по-своему, то пусть у нас получится новая разновидность катламы. Итак, 500 грамм теста. Я полагаю, что это примерно вот столько. И подпылить доску мукой, раскатать в ровную колбаску и разделить, я полагаю, на 8 частей. Сейчас вы увидите, для чего и почему. Сначала режем тесто пополам. Вот так. Теперь еще раз пополам. Еще раз пополам. Еще раз пополам. И получаем 8 примерно равных кусков. Лишние сочни уберите в целлофановый пакетик, чтобы тесто не сохло. Ну и скалочку немного смачиваем мукой и раскатываем. Надо раскатать в размер сковородки, на которой будем выпекать. Я не знаю, получится ли раскатать так тонко. Если не получится, значит возьмем сковородку поменьше. Вот и все. Ну да, ошибочка вышла. Эта сковородка все-таки слишком большая. Достаточно будет вот такой, примерно 26 сантиметров по диаметру. Я выбрал сковородку, у которой ручка отсоединяется, потому что сковородке предстоит стоять в духовке. Котлама будет выпекаться в духовке. Тесто на листик гастроемкости и обильно смазываем маслом. Начинка остыла, и ее тоже надо будет разделить примерно на 8 равных частей. Почему? Раз 8 кусочков теста, значит столько же и мака должно уйти. Сейчас беру лишь небольшую часть мака, не все сразу, потому что должно хватить сложить катламу несколько раз. Тесто пополам. Все ровно так, как написано в книге. Опять смазываем тесто маслом и выкладываем следующий слой начинки. Маковой начинки. Ну, совершенно понятно, да, что мак достаточно растянуть на половинки теста. Еще раз пополам и опять смазываем маслом. Кстати говоря, и сковородку, на которой будем выкладывать катламу, тоже необходимо как следует промазать маслом. Это просто обязательно. Хорошие мастера выносят такие сковородки тоже на холод, вот смажут, вынесут на холод для того, чтобы масло застыло, и потом, если где-то неравномерный слой масла, поправляют. Вот так. Хорошая кухня, хорошая кулинария требует немного труда. Еще раз маковую начиночку складываем в две половинки. Сковородка у нас смазана. Укладываем так, чтобы здесь поместилось 8 сегментов. Ну и вот так все повторяется еще 8 раз. Смотреть на это скучно, поэтому лучше посмотрите пока что коротенькую рекламу.
Книга-видеобук составлена по лучшим рецептам моего канала на Ютубе. Все мои книги напечатаны с наивысшим качеством. Иллюстрации очень хорошие. А эта книга может стать пособием для создания семейного меню. Здесь рассказано именно о тех блюдах, заготовках, вареньях, десертах, которые не сходят с нашего стола круглый год. Для блюд марокканской кухни понадобятся те же самые продукты и специи, что есть и у нас. Но блюда и вкусы очень необычные, абсолютно новые. И про шашлык я могу рассказать столько нового, столько необычного, что вы будете удивлены. Да и в казане можно готовить не только плов. Казан – это настоящий рояль на кухне. Подробнейший самоучитель, как готовить в казане, как готовить вообще. Если вы все еще спорите о приготовлении плова, а кое-кто из ваших друзей знает единственный верный рецепт, открывайте эту книгу. Здесь десятки рецептов и подробнейшее кулинарное исследование. Книги можно заказать с автографом, за исключением вот этих малюток, потому что они на моющейся бумаге. Ну и вот, 8 сегментов, полная сковородочка. Необходимо уплотнить, и у меня здесь осталось лишнее топленое масло и лишний мак, кажется, я знаю, как с ними поступить. Во-первых, масло никогда лишним не бывает. Как можно маслом испортить котлому? Давайте смажем тесто сверху тоже. Снизу масло есть, внутри масло есть. Пускай и по поверхности тоже будет все как следует промаслено, будет только вкуснее. Знаете, осталось еще немножко мака. Вот здесь. Эх. Видели маковые булочки, да? У них мак и внутри, особенно такие вот, улитки. У них есть мак и внутри, у них есть мак и снаружи. Почему бы и нам так не поступить, а? Скажите, пожалуйста. Чтобы потом эти слоечки было удобно разбирать, сразу покажите, где они смыкаются. Вот так. Оставили прорези. И все, можно отправлять в печь, в протопленную печь, либо в духовку. Однако, я хотел бы спросить, какая температура была в тех протопленных печах? И сколько минут выпекать? Спокойно, ребята. Вы со мной, со Сталиком Хамкишиевым. И мы сейчас все выясним. Пока что я разогреваю мою духовку на 200 градусов. Полагаю, что в начале для любого слоеного теста температура должна быть именно такой высокой. А вот потом, чуть-чуть попозже, после того, как слои начнут расходиться, мы температуру в печи убавим, может быть, до 170, до 160 градусов, до тех пор, пока слойка уверенно не пропечется. Имейте в виду, что любое слоеное тесто печется дольше, чем цельное. Понимаете? Потому что между слоями теста есть пространство, и тепло сквозь них не очень-то хорошо проходит. И вот еще что. Пожалуй, что я накрою сковородку крышкой. Пойдемте к печке. Готова котлома. Я решил ее немного остудить. Сейчас она имеет такую приятную, тепленькую температуру. Самое оно для подачи. Масло, сахар внутри. Они спеклись и имеют консистенцию практически как у меда, наверное. Попробуем достать один кусочек. И, кстати говоря, обратите внимание, вот здесь уже все. Дальше печь было нельзя. Все получилось очень хорошо. Где мой нож? Видали? И чего здесь не хватает? Шоколада? Или все-таки чашечку татарского чая? Хочу попробовать. Вы знаете, как это вкусно? Ведь вкусно может быть по-разному. В ресторане один вкус, какой-то профессиональный кондитерской другой вкус. А это вкусно по-народному. И поэтому хочу пожелать вам приятного аппетита не только на русском языке, но сказать еще и по-татарски. Ашларыңыз тамле болсын!